Вопрос, что важнее в песне, текст или музыка, такой же вечно актуальный, как, например, вопрос Beatles или Rolling Stones. Все же в большинстве случаев тексты пишутся уже на готовые мелодии. Но есть немало случаев, когда первичные все же стихи. Ну а есть совсем отдельные случаи, когда авторы и предположить не могли, что когда-нибудь на их тексты будут написаны мелодии, и под их поэзию тысячи людей будут отрываться на стадионах. Всем привет! Вы на канале Lyrics. В сегодняшнем выпуске стихи, которые вообще не должны были стать песнями, но все-таки стали поп-хитами. Кстати, рассказать несколько таких интересных историй меня вдохновили ваши комментарии под первым видео. За них и за вашу активность огромное вам спасибо. Очень здорово, что на Ютубе столько прекрасных людей, которые любят и интересуются хорошей музыкой и хорошей литературой. Полетели! На советской и постсоветской эстраде можно найти множество удачных и не очень удачных примеров песен на классические стихи. Самое востребованное стихотворение в этом отношении, наверное, «Зимняя ночь» Бориса Пастернака. Стихотворение из «Доктора Живаго» в совершенно разных музыкальных версиях исполняли мило по всей земле, во все пределы. свеча горела на столе, свеча горела. Удивительно, но даже группа «Комбинация» наряду с простенькими текстиками вроде American boy, American joy. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. исполняла песни на стихи поэтов-классиков. Вот, например, песня на немного переработанный текст Марины Цветаевой. Темнота зажглась от бессонных глаз. За этот факт, кстати, большое спасибо нашему подписчику Константину. Могу ошибаться, но, по-моему, именно он же написал о том, что текст вот этой песни Очарована, околдована. принадлежит перу Сергея Есенина. Уточнил я этот момент, все же это переработанное питерским бардом Александром Лобановским стихотворение «Посвящение» Николая Заболоцкого. Еще одна весьма запутанная история — это текст хита, который стал визитной карточкой Евгения Осина. Плачет девушка в автомате, путаясь в зябкое пальтецо. Как-то так всегда само собой считалось, что и тексты, и музыку для «Девушки в автомате» написал сам Евгений. Вне всяких сомнений, невероятно талантливый автор и большой артист. Но все же история «Девушки в автомате» началась за 8 лет до того, как Евгений Осин появился на свет. В 1956 году со стихотворения совсем молодого тогда поэта Андрея Вознесенского. Стихотворение это называлось «Первый лед». На текст обратил внимание композитор Оскар Фельдсман, кстати, автор легендарных «Ландышей». Ландыши, светлого мая привет. Фельдсман положил первый лед на музыку, заменив, правда, строчку на вот эту. Плачет девочка в автомате. А первой исполнительницей песни стала легендарная советская певица Нина Дорда. Теплый запах губной помады, перепачканное лицо. Следующими стихотворения Андрея Вознесенского исполнили «Веселые ребята». Они вернулись к оригинальному варианту текста, девочка перестала плакать и снова стала мерзнуть. Мерзнет девочка в автомате. А уже в начале 90-х Евгений Осин, начинавший тогда сольную карьеру после ухода из группы «Браво», снова заставил девочку плакать. И вообще девочка из стихотворения Вознесенского у Осина повзрослела и превратилась в девушку. Первый лед стал мерзлым льдом, а сам Евгений Осин — суперзвездой постсоветской поп-музыки. В 1988 году, когда Евгений Осин стал вокалистом группы «Браво», на «Песне года» свой новый танцевальный хит презентовала суперзвезда советской эстрады София Ротару. Вот и лето прошло,
Песне «Только этого мало» суждено было стать суперхитом дискотек позднего СССР и одной из визитных карточек певицы наряду с легендарной «Лавандой». Горная лаванда. Музыку для «Только этого мало» написал композитор Владимир Матецкий. Причем эта музыка была настолько запоминающейся, танцевальной и яркой, что мало кто из слушателей обращал внимание на текст песни, и мало кто мог провести параллели между текстом этой простой дискотечной песенки с одним из выдающихся шедевров мирового кино — фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Все дело в том, что Владимир Матецкий положил на музыку стихотворение «Вот и лето прошло», написанное отцом режиссера Андрея Тарковского, одним из, пожалуй, самых недооцененных русских поэтов XX века, Арсением Тарковским. Арсений Тарковский всю жизнь писал замечательные стихи, но, скорее всего, из-за собственной скромности его первый сборник поэзии вышел только, когда автору было 55 лет. Случилось это в 1962 году, в год первого триумфа его гениального сына Андрея, который тогда же удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля за фильм «Иваново детство». На протяжении всей своей очень яркой и очень короткой режиссерской жизни Андрей Тарковский использовал стихи отца в собственных фильмах. Мать над мостовой летит, рукою манит. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье. Все горело светло, только этого мало. Кстати, один из первых хитов группы «Браво», «Звездный каталог», тоже написан на стихи Арсения Тарковского. Вообще, конечно, создавать музыку для самодостаточного поэтического произведения задача крайне сложная и гиперответственная. Особенно, когда между композитором и текстом, для которого создается музыка, лежат целые эпохи. Чтобы классические стихи прозвучали актуально и органично, в музыкальном оформлении необходим колоссальный композиторский талант, граничащий с гениальностью, талант уровня Давида Тухманова. Если пытаться в двух словах рассказать нашим молодым зрителям о том, кто такой Давид Тухманов, то, наверное, стоит просто сказать, что он создал музыкальный код всей послевоенной советской эпохи, такие звуковые маркеры времени, по которым эта эпоха будет с первой ноты узнаваться всеми будущими поколениями. Опять от меня сбежала последняя электричка. Льет ли теплый дождь, падает ли снег. Этот день победы И зовет олимпийский огонь золотой. Чистые пруды, застенчивые ивы. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. В 1976 году Давид Тухманов выпустил пластинку, которой суждено будет стать культовой, диск «По волне моей памяти», который в музыкальном смысле для своего времени и всей советской эстрады звучал просто космически прогрессивно. Тухманов положил на музыку классические поэтические тексты разных эпох — Сафо, Гёте, Верлена, Бодлера, Ахматовой, Мицкевича и других поэтов. В СССР пластинка разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий. Сегодня мы остановимся на тексте одной песни с этого альбома, которой суждено было стать таким отдельным, полноценным, вечно зеленым и вечно актуальным хитом. Хотя оригинальный ее текст был написан 800 лет назад. Возможно, многим из вас эта история известна, но не спешите перематывать видео. Обещаю, ее развязка будет весьма неожиданной. во французской стороне, на чужой планете. Большинству из нас песенка студента знакома в исполнении Максима Леонидова. Но в оригинале на пластинке Тухманова ее исполнял на то время солист Виа Лейся песня Игорь Иванов. Во французской стороне, на чужой планете Предстоит учиться мне в университете. И ее оригинальное название не «Песенка студента», а «Из вагантов».
Если вы росли в позднем СССР или постсоветское время, то с большой вероятностью где-то на книжных полках у ваших родителей стоял том серии «Библиотека всемирной литературы», который назывался «Поэзия трубадуров», «Поэзия минезингеров», «Поэзия вагантов». Кстати, поставьте плюсик в комментариях, у кого дома была такая серия, которая называлась «Библиотека всемирной литературы». Очень интересно. У меня дома она до сих пор полкомнаты занимает. Сейчас я не буду останавливаться на различиях между трубадурами, минезингерами и вагантами. В общем и целом, все они странствующие средневековые поэты и музыканты. Ваганты были бродягами-вольнодумцами, студентами-школярами, зачастую бывшими монахами, которых монастырский уклад совершенно никак не устраивал вследствие их крайнего жизнелюбия и любви ко всевозможным земным наслаждениям. Вот об этих жизненных радостях, вине, женщинах и азартных играх в основном и слагали они свои стихи и песни. Так, например, гимн всего студенчества «Гаудамус игитур» — это застольная песня вагантов, и поется в ней совсем не о страсти к научному познанию мира, а скорее о страсти к прекрасному полу. Собственно, строки, которые помнят все, с латыни переводятся так: «Будем веселиться, пока мы молоды». Есть в этом гимне и вот такой текст, правда, его не часто исполняют. Да здравствуют все девушки, изящные и красивые. Ну и дальше. Да здравствуют и женщины, нежные, достойные любви, добрые, трудолюбивые. Песенка студента из той же серии. Ее текст, вольный перевод текста вагантов «В гости в Галлию» XIII века, сделанный советским переводчиком Львом Гинзбургом. У Гинзбурга этот текст называется «Прощание со Швабией», а Швабия, как известно, это область в Германии. Тухманов сознательно не захотел привязывать героя песни к какой-то определенной географической местности, поэтому куплет про «Прощай, разлюбезный швабский край» вообще выбросил. Поэтому, когда Максим Леонидов в своей версии кричит родным и друзьям по-французски, это такая историческая неточность. По идее, прощаться с друзьями студент должен был на швабском диалекте немецкого. Сам же латинский текст «В гости в Галлию» был взят Гинзбургом из древнего манускрипта сборника поэзии вагантов, который по латыни называется «Кармина Бурана». Знакомое название, правда? Да, друзья, также называется гениальнейшая кантата Карла Орфа. И да, либретто «Кармина Бурана» — это стихи вагантов, и нет в ней ничего демонического. Все те же темы, которые волновали молодых средневековых разгильдяев-школяров. Чревоугодие, плотская любовь, вино, благосклонность фортуны. Собственно, текст самой известной части «Кармина Бурана» «О Фортуна» который у многих может вызывать ассоциации с какими-нибудь там катаклизмами, апокалипсисом, изгнанием демонов, в общем, на максималках драматичными событиями, в действительности всего лишь об изменчивом характере госпожи удачи. Для кого ты добрая, а кому иначе. Ну вот, что-то вроде этого. Итак, вот и развязка истории. Легкая, бесшабашная песенка студента, гимн «Гаудамус игитур» и эпическая «Кармина Бурана» имеют под собой одну и ту же литературную основу. Один и тот же сборник застольной поэзии вагантов. Вот это поворот! Джим Моррисон, легендарный лидер группы Doors, как и средневековые ваганты, тоже был любителем земных наслаждений и прекрасным поэтом. Моррисон был настолько хорошим поэтом, что даже сложно себе представить, что он мог петь песни на чужие стихи. Собственно, мы говорим «рок-поэт», подразумеваем Моррисон. Говорим «Моррисон», подразумеваем «рок-поэт». Но все же есть в дискографии Doors песня, текст которой Моррисону не принадлежит. «Покажи мне дорогу в ближайший виски-бар».
не спрашивай почему. Потому что если мы не найдем дорогу в ближайший виски-бар, мы все скоро умрем. Практически невозможно представить, что текст «Alabama Song», песни, которая просто супер органично воспринимается в исполнении Моррисона и так сочетается с его личностью и стилем жизни, был написан за 40 лет до выхода на дебютники Doors в 20-е годы 20 века в Германии великим поэтом, драматургом, теоретиком театра Бертольдом Брехтом. Стихотворение было положено на музыку другом и соратником Брехта, композитором Куртом Вайлем, и вошло в их первое совместное творение — оперу «Возвышение и падение города Махагони». Причем у Брехта и Вайля «Alabama Song», которая также известна под названием «Луна Алабамы», поется от имени падших женщин, и текст Моррисон изменил под себя. Вместо «Покажи нам дорогу к следующему симпатичному мальчишке» Джим поет «Покажи мне дорогу к следующей симпатичной девчонке». А строчку «Покажи нам дорогу к следующему доллару» Джим вообще убрал. Уже после Doors эту композицию Вайля на стихи Бертольда Брехта исполнила целая россыпь легендарных музыкантов. Ну и, конечно, рассказывая о Бертольде Брехте и его текстах, невозможно не упомянуть самое известное его произведение — трехгрошовую оперу. Кстати, многие поклонники Doors считают, что «Alabama Song» как раз из этой самой известной пьесы Брехта, которая также была положена на музыку Куртом Вайлем. Путаница эта происходит, скорее всего, из-за того, что песни из трехгрошовой оперы, особенно баллада о Мэке-ноже, ставшая суперхитом, действительно невероятно широко разошлись по массовой культуре. Стихи Бертольда Брехта из трехгрошовой оперы можно услышать на разных языках в исполнении артистов совершенно разных стран, поколений и жанров. Has such teeth, dear, and he shows them pearly white. А у Мэтти нож и только. Высокая поэзия считается искусством элитарным, и к ее интерпретациям массовой культурой можно, конечно, относиться по-разному. Но, как мне кажется, если массовая культура становится мостиком к большому искусству и заставляет кого-то обращаться к первоисточникам и изучать их, то это уже очень дорогого стоит. На сегодня будем прощаться. Эту тему мы обязательно продолжим. И в одном из следующих выпусков попытаемся ответить на вопрос, который лично мне уже давно не дает покоя. Какое отношение фантастически красивая песня Би-2 «Ее глаза» имеет к 130-му сонету Шекспира? Счастливо! Не забывайте подписываться на канал. Хороших выходных. Увидимся через неделю. Пока. Ее глаза на звезды не похожи.